Как говорили классики, ждем говна в комментариях. Можно смело сказать, что это получился самый ебейший проект у нас, в нашем тюнинг-ателье, и в России, и в России. Прогресс и время не стоят на месте, и мы представляем вам новый 645 с максимумом оборудования и максимумом кастома. И мы смело можем сказать, что это самая яркая лодка, что нам доводилось видеть на просторах интернета. С самого начала стало понятно, что этот проект будет невероятно мощным. Заказчик попросил установить туда максимальное возможное число эхолотов, всевозможного оборудования. Чтобы это сделать, пришлось изрядно потрудиться, нереальное количество кастомных решений. И мы хотим вас познакомить с человеком, который собирал этот катер. Меня зовут Роман, я являюсь мастером по сборке катеров в тюнинг-ателье Рыбанутый РФ. На этот проект я потратил от начала до конца порядка 3 месяцев. Рома, если тебя взяли в заложники, моргни 3 раза. Мне гораздо проще работать, когда делаю себе какой-то эскиз и стараюсь его придерживаться, согласовав с клиентом либо с мастером. В моей жизни пока такой первый опыт такого количества оборудования и такого количества кастома. Я начинаю всегда с электрики, с силовой части, что касается именно альтернаторов, зарядных устройств, береговых питаний, соответственно, аккумуляторных батарей и всей силовой части. Развести уже провода к блокам предохранителей и непосредственно понимать, куда у меня все оборудование будет стягиваться, где будет сам узел развязки аккумуляторов и потребителей. У нас было межсезонье, это была горячая пора, было множество проектов. Именно с большой загрузкой связано отсутствие наших видео, но мы обещаем исправиться и начинаем делать это прямо сейчас. Представляем вашему вниманию новый проект. Нордсилер 645 Fish Spot. Данный катер будут перевозить на прицепе от компании МЗСА, и, конечно же, каждый прицеп, он тоже нуждается в определенном тюнинге. Мы сюда установили 2 пары ворот для слипования. Почему 2? Для того, чтобы минимизировать риски того, что наш катер не встанет на ложементы ровно. Сюда установлены подножки, которые позволят с удобством подниматься в катер, когда он находится на суше. Это уже обновленная линейка МЗСА, и она имеет уже в базе диодную оптику. Ложементы от компании Practic Pro. На текущий момент это самый лучший продукт. Его пытались сделать многие и делают, но не видим смысла больше экспериментировать, потому что система работает исправно. Она состоит из пары ложементов, ролики, которые поднимаются, гидравлический насос, ну, соответственно, такой, по сути, комплект-кит, который устанавливается, там, порой бывает с определенными доработками, но все же, все работает исправно. Мы установили сюда электрическую лебедку Track. Она имеет пульт дистанционного управления, и, соответственно, мы можем с легкостью поднимать и опускать наш катер в воду, в свою родную стихию. Для того, чтобы наша лебедка работала, у нас в ящике установлен литий-ферромфосфатный аккумулятор с зарядным устройством. Как показывает практика, одного заряда на 100% хватит, ну, как минимум на 10 рыбалок, поэтому это не будет затруднять и доставлять какой-то дискомфорт. Для того, чтобы организовать пространство и минимизировать количество хлама в вашем багажнике, я говорю про тенты, которые вы будете снимать перед слипованием, мы установили сюда ящик, который будет вмещать всю необходимую утварь, которая нам не нужна будет на воде. Он является герметичным, ну, и таким оптимальным решением. Этот проект индивидуальный во всем, в том числе и внешний вид лодки имеет свой неповторимый рисунок. По желанию заказчика был разработан дизайн,
И, что примечательно, дизайн асимметричен. То есть левый борт и правый борт картинки отличаются. Что касается освещения, на лодке присутствует освещение абсолютно все, которое вы можете себе представить. Начнем с контурного света. С каждого борта мы установили по 3 фонарика Rigid, которые в ночное время будут подсвечивать пространство вокруг лодки. Также мы установили головной свет. Это фары компании Rigid DS серии. И, естественно, мы установили подводный трансовый свет. Кстати, на головной свет мы, естественно, поставили янтарные защитные крышки. На корме данного катера расположено 2 датчика Humminbird 14 для того, чтобы исключить тень, но ее исключает лифт, который здесь установлен. Кстати, лифт здесь используется Selly Extreme повышенной грузоподъемности, так как у нас здесь стоит немаленький мотор. Yamaha 300 новейшей модели объемом 4,2 литра V6. На Nordsilver 645 максимально допускается установка двигателя мощностью 250 лошадиных сил, но в исключительных случаях по предзаказу и согласованию с заводом и при наличии необходимых документов можно устанавливать сюда 300 лошадиных сил. Помимо датчиков Humminbird здесь установлен датчик GT56 от компании Garmin. Естественно, стальной винт Yamaha Saltwater. Если мы говорим про рецессное пространство, то, конечно, здесь тоже уделяется много внимания порядку и эстетике. Все шланги убраны в гофры в защиту рукавов высокого давления. Имеется крышка, розетка для подключения палубного душа, и эту розетку мы сделали в 2 местах для того, чтобы не сбегать с шлангом по катеру. Она есть на корме и есть на носу. На носу данного катера установлена Minn-Kota Ultera с функцией iPilot Link. Также здесь есть несколько эхолотов. Это Garmin 8416 и Solix G3 15 дюймов, которые установлены на кастомном кронштейне, чтобы во время транспортировки мы могли их положить, и они не мешали тенту. Мы хотели исполнить американский вариант установки, как ставят на басботы, то есть это стационарный кронштейн, сверху и снизу, соответственно, 2 эхолота. Но заказчик пожелал, так скажем, что ему удобнее гораздо, если они будут стоять непосредственно ближе к носовой части, к электромотору, и чтобы у них была функция складывания. Для того, чтобы жестко зафиксировать этот кронштейн, есть 2 барашка. И как раз благодаря демпфирующей прокладке крепление этих эхолотов становится очень жестким и надежным. Как дополнительная опция для эхолота 8416 заказчик попросил приобрести вот такую крышку. Она сделана в стиле iPad и защищает наш экран от солнечных лучей, повреждений и крепится с помощью магнита. По бокам носа мы видим 2 кастомных вент-отверстия. Это вентиляция рундуков. В данном катере непростая вентиляция, как мы делаем обычно с одним мотором, где есть там вытяжка и приток. Здесь установлено 2 мощных мотора для того, чтобы наши рундуки оставались максимально сухими. Если говорить о самих рундуках, о полезном пространстве, то мы его сделали максимально комфортным путем оклейки морским ковролином Syntec всех рундуков. Тут также есть подсветка. По желанию заказчика здесь есть держатели для стропы, для того, чтобы на всякий случай зафиксировать вот эту конструкцию с эхолотами. Одна из изюминок носовой платформы — это рундук, который сделан как органайзер специально для приманок. Он имеет такую ручку, его можно доставать и, допустим, унести свои приманки из катера на хранение домой, либо использовать его по другому назначению. В данном проекте уделено большое внимание деталям до всяких мелочей.
потому что мы не просто устанавливаем оборудование, мы устанавливаем оборудование, чтобы им было удобно пользоваться, чтобы оно долго служило, работало качественно, ну и так далее. Если посмотреть там, на способ прокладки, ну, допустим, банальных проводов питания и управления троллинговым мотором, то мы здесь выполнили это с помощью прохода борта с Construt. Для того, чтобы обезопасить от кражи, либо сделать ее сложнее, на эхолоты установлены замки Durasafe. Чтобы наша нога троллингового мотора нормально раскладывалась и складывалась, и не повреждалась при переходах, мы сделали такой кастомный кронштейн, идеально гладкий, покрашенный порошком. И на длительные переходы здесь есть такая веревочка с клепкой для того, чтобы жестко зафиксировать этот кронштейн. Мы изготовили кастомные такие просто площадочки, куда вы можете закреплять свои приманки. Это синтек, он беспетлевой, поэтому они как легко фиксируются, так легко и снимаются. У компании Norsilver у моделей 585 и 645 была одна неудобная история. Это выход на переднюю палубу, и по желанию заказчика мы сделали ступеньку. С недавнего времени компания Norsilver будет делать такие ступеньки уже в базе. Для того, чтобы все это оборудование, которое установлено на катере, исправно работало, нужно много аккумуляторов. Здесь их целых 6 штук. 4 установлены в центральном рундуке, остальные установлены в рундуке под спиннинги. Для того, чтобы их спрятать и в то же время был доступ к ним, изготовили специальные фальш-панели с такой вот веревочкой, которую можно потянуть и добраться до рундуков. Опять же, с учетом количества электроники и вообще по мерам безопасности, мы крайне рекомендуем устанавливать огнетушители в каждую лодку. Здесь установлено 2 огнетушителя слева и справа от компании Bantel. Есть? Мы так не снимем никогда. Готов? Не ручаюсь. 50-й дубль делаем, потому что ребята сейчас работают 24/7, постоянно включается то сварка, то болгарка, то какая-то пилёшка, рулёшка. Уже оказавшись в кокпите, глаза разбегаются о том, о чем хочется рассказать. Здесь столько всего переделано, но давайте начнем по порядку. А начнем мы с пассажирской консоли. Она заслуживает, поверьте, не меньше внимания, чем капитанская. Здесь установлен 16-й Apex от компании Humminbird. Как всегда, мы переделали бардачок. Теперь он открывается вот таким образом, с подсветкой, со всеми делами. Музыка здесь тоже мощная. Магнитола установлена у пассажира. Это Fusion. Она соединена по сети NMEA со всеми приборами, поэтому необходимость устанавливать ее на капитанском месте абсолютно нет. Вы можете управлять музыкой с любого из приборов. А также установлена зарядка под телефон. И дальше расскажем, наверное, одно из самых интересных решений, которое реализовано в этом катере. Это выдвижной ящик. Он выдвигается таким образом. Он очень большого объема, очень аккуратно сделан и, в принципе, не отличить от заводского. Там есть ограничитель, чтобы он не выезжал дальше нужного. И в целом выглядит очень гармонично со всем катером. Для комфортного хождения на этой лодке мы сделали вот такие вот подставки под 45 градусов под ноги. Они выполнены из синтека с алюминием. Самое сложное в этом проекте, скорее всего, для меня было создание вот этого огромного пространства для какого-то нереального количества коробок для приманок, потому что надо было вычистить там всю пену, вырезать все спиннингодержатели, то есть потратить просто какое-то колоссальное количество времени. В базе здесь нету, в принципе, ничего, да, то есть
Здесь идет фальш стенка и далее идет рундук под спиннинги. Здесь мы сделали по желанию заказчика ящик под приманки. Мы полностью переработали вот этот борт, нарастили его в ширину, изготовили вот такой вот ящик с резинкой, вода туда не будет попадать. И в этот ящик вмещается 12 коробок БФТ. Появилась вот такая вот просторная ниша под всякие мелочи, аналогично нише, которая расположена с капитанской стороны. Также пришлось немножко переработать и сделать более компактным карман под подсак. А этот рундук, который изначально был под спиннинги, теперь можно использовать под совершенно разные вещи. И здесь вот эти трубы мы заглушили специальной накладкой, тоже обшили ее синтеком, чтобы она никак не выделялась, не была как бы заводским решением. Естественно, в этой лодке установлена 2-киловаттная вибаста. Воздуховоды выходят традиционно на стекла, что предотвращает вот запотевание, замерзание стекол, и в ноги. Ну а теперь мы наконец переходим к капитанской консоли. Изначально заказчик хотел установить здесь 16-дюймовый Apex и 16-дюймовый Garmin. Мы пробовали по-разному скомпоновать эти два прибора, но, к сожалению, приборы настолько огромные, что никакого адекватного решения найдено не было. И мы решили поставить сюда 12-дюймовый Garmin, а 16-дюймовый перенести в корму. Естественно, приборы пришлось устанавливать на кастомный кронштейн с усилениями, приборы тяжелые, чтобы ничего не шаталось. С левой стороны расположен блок кнопок, пульт управления Webasto и индикатор трима. С правой стороны от руля расположен мультимедийный прибор от компании Yamaha. Размер у него то ли 6, то ли 7 дюймов, я точно не помню. Он фактически отдельный холод, то есть в него можно вводить все данные, то есть использовать его как дополнительный монитор. Вот. То есть по факту здесь не 6 эхолотов в этой лодке, а целых 7. Далее справа расположены еще один блок кнопок, это в основном подсветки, потому что подсвечиваются здесь абсолютно все зоны и подсвечиваются они раздельно. Также расположено зарядное устройство для телефона и кулометра. Серег, все хорошо? Отдельно хочется рассказать про упор под ноги у капитана. Мастер супер креативно подошел к этой задаче, и сейчас мы покажем, что получилось. Серег, подходи ближе. Алюминиевый упор поднимается, и здесь вот такая креативная панель, в которой установлены два блока предохранителей. Все подписано, все видно. На наш взгляд, это прям топ. Следуя последним тенденциям в рыбополоисковом оборудовании, естественно, в этой лодке установлены такие приборы, как Garmin Panoptix и аналогичный прибор от компании Humminbird, это Mega Life. Mega Life установлен на ротатор пассажира с правой стороны, а Garmin на капитанском борту. Для того, чтобы расположить ротаторы на этой лодке, были изготовлены вот такие специальные кастомные кронштейны на оба борта. Для того, чтобы ротаторы не тряслись и не повредить датчик и, собственно, ногу ротатора, также с обоих сторон установлены рэм-кронштейны, которые будут поддерживать ногу во время тряски или каких-то передвижений. Поверх кронштейна наклеена эво-пленка. Переходя к фиш-платформе, хочется отметить следующее. Здесь установлен непривычный нам для 645-го столик. Кстати, некоторые модели выпускались таким, потом завод перестал. Вот. Но по желанию заказчика мы его сюда установили. Его удобно использовать для того, чтобы принимать пищу, кушать во время отдыха. При этом функциональность рундука, который находится под столиком, она сохранена. Там можно хранить ходовой тент. В центральном рундучке мы изготовили кастомный
органайзер для того, чтобы хранить какие-то мелочи, приманки и инструмент. Кормовая площадка не обделена эхолокационным оборудованием, и здесь установлен Garmin 8416. Ну и у этого прибора также есть защитная накладка на магнитах. Garmin установлен на кронштейне, который имеет несколько регулировок. Первая отвечает за его складывание на период транспортировки либо неиспользования. Вторая регулировка отвечает за регулировку по высоте. Ну, то есть этот кронштейн, он телескопический. Ну и, соответственно, вы можете регулировать наклон, используя оригинальные барашки. Все провода, естественно, защищены в защиту РВД и в гофры. Кстати, не забывайте устанавливать на Garmin магниты, которые идут в комплекте. Если вы их не установите, возможно, вы не получите такую четкую картинку, какой она должна быть. Они ставятся на провода питания и на провода, идущие от датчиков. Как и на носу, здесь есть накладки с креплением в ТПАС для хранения приманок. В том углу расположен компас Humminbird AS GPS. И по краям зеркально расположены стаканы врезные для хранения спиннингов. Итак, парни, блиц. С момента сдачи проекта 645-го Боинга заряженного прошло 1,5 года. А чем этот катер круче? Ну, ты уже частично ответил на свой вопрос, да? Прошло 1,5 года, и время не стоит на месте. Развиваются технологии. Конечно, ключевое, что развивается, это развиваемся мы. Этот опыт полученный мы реализуем в своих проектах. Нету двух одинаковых лодок, каждая по-своему уникальна. И, конечно же, каждая получается все лучше и лучше. Сколько поедет? Ну, я думаю, что 95 вообще легко она поедет. Примерные цифры, сколько стоит вся эта роскошь. Ну, если честно, раскрывать цифры мы не имеем права без согласия заказчика, но осторожно смею предположить, что цена данного проекта стремится к $200 тысяч. Хорошо. Очень хорошо. Полетели. Насколько оправдано такое количество эхолотов и доп. Оборудования? Ну, естественно, познавание рыбалки и сама рыбалка станет гораздо комфортнее и быстрее. Увидим ли мы эту лодку на пале? Конкретно данную лодку вы не увидите на пале, потому что как минимум здесь установлен мотор, который на текущий день не разрешен правилами, и заказчик не планировал участвовать в данных соревнованиях. В целом много лодок вы видите на пале, которые собраны в рамках нашего ателье. Какие комментарии ждете под видео? Исключительно позитивные. Ждем кучу лайков, кучу подписок и так далее. А почему у вас так мало просмотров, кстати? Ну, это связано с тем, что мы снимаем узконаправленный контент, мы стараемся бить исключительно в целевую аудиторию. Да, возможно, если бы мы снимали какие-то обучалки, если бы было на это время, то у нас бы было там уже в 10 раз больше подписчиков. Но нам этого не требуется. Конечно же, мы будем рады вашим лайкам, вашим вопросам, комментариям, ну и любым реакциям. Насколько сложно реализовывать такой проект именно с точки зрения поиска комплектующих, электроники вот в это вот нынешнее время? Стало, конечно же, сложнее, но когда ты являешься таким игроком, как мы, ты просто обязан и вынужден находить любые пути для того, чтобы обеспечить свой склад необходимым оборудованием, комплектующими, ну и всеми элементами тюнинга. Это стало сложнее, но мы не будем плакаться, что вот как тяжело жить, как тяжело что-то найти. Когда хочешь, все найдешь. Невозможно делать такие проекты в гараже. Наверное, возможно, но совершенно с другим качеством. Как выбирается из большой команды мастер под какой-то конкретный проект? У нас, начну с того, что у нас все мастера высококвалифицированные специалисты. Без исключения все имеют серьезный опыт работы в данной сфере. Почему Роман? Потому что Роман сам по себе очень креативная
и такая творческая личность. Мы подумали и прикинули, что именно в этот проект Роман подойдет лучше всех. Как вы, наверное, видели в соцсетях, мы активно набирали сотрудников, людей, и сейчас у нас эта задача закрыта, у нас полностью укомплектованный штат, мы не планируем больше увеличивать количество ремзон, потому что это может отразиться на качестве, а наша основная цель – это движение не на скорость, не на количество заработанных там средств, там еще чего-то, а просто делать свою любимую работу и делать ее хорошо. На текущий момент, как я уже сказал ранее, задача закрыта, но перед нами стоит еще много других задач по развитию новых направлений, о которых мы вам будем постепенно рассказывать, но это все впереди, это наши планы. Мы ждем всех без исключения к нам в гости, готовы выполнить все ваши самые сложные креативные проекты. С вами были Рыбанутый РФ. Всем пока. До скорых встреч. Очень приятно, что меня пригласили поучаствовать в этом обзоре. Я всегда, на самом деле, смотря со стороны, думал, что хотелось мне когда-нибудь попасть. А нам приятно было показать тебя, показать нашу команду и живых людей, которые собирают эти лодки.